Mojang отказываются от обфускации Minecraft. Это вызвало невероятное количество вопросов. И что еще хуже, успело породить некоторое количество мифов. Привет, с вами Нао. Сегодня по полочкам разберем данную новость и сформулируем ответы на все возможные вопросы. От становится ли Minecraft open-source до потенциальных изменений, к которым данное событие может привести мод-сцену. Подготовьте что-нибудь вкусненькое, разомните извилины, не забудьте прожать лайк и вперед, продираться сквозь все возможные технические детали. И, кстати, теперь в моем Telegram-боте вы можете получать самые быстрые уведомления об обновлениях загрузчиков модов. Ссылка в описании. Начнем с того, что произошло. 29 октября Mojang выпустили статью о том, что намерены отказаться от обфускации кода в Java-версии Minecraft, начиная с 1.21.11. А до этого момента будут предоставлять экспериментальные снапшоты мододелам, чтобы они могли адаптировать инструменты и протестировать свои проекты в новых условиях. Первым таким стал снапшот 25W45A. Но что такое эта обфускация? На данном моменте запутались многие, потому что слишком упрощенные объяснения не дают полной картины. Как хорошо, что я пишу на Java уже 11 лет. Подготовьте бумагу и ручку, за ближайшие 2 часа мы полностью разберемся в вопросе. Шутка. Стоит начать с того, что Java из коробки предоставляет декомпилятор. То есть, если вы пишете на ней свое приложение и собираете обычными инструментами восполняемый файл, чтобы пользователи смогли его запустить, то любой из этих пользователей может с легкостью превратить его обратно в понятный исходный код. Естественно, многие коммерческие компании, использующие данный язык, не в восторге от такой перспективы и пытаются защитить свою интеллектуальную собственность от конкурентов, для чего используют методику обфускации. Она заключается в том, что при сборке приложения все названия классов, методов и переменных заменяются на кашу из букв и цифр, еще и при каждой сборке по-новому. Например, если вы декомпилировали версию 1.12, смогли разобраться, какие методы что делают, то декомпилировав версию 1.12.1, эти методы будут называться иначе, и классы, которые их содержат, тоже. Представьте, как прикольно пытаться модифицировать такой код, а потом еще и переносить свои модификации на новые версии. Но зато побочным эффектом является снижение веса приложения. Если кто-то еще помнит Java ME для мобильных телефонов, то вот там каждое приложение обфусцировалось в обязательном порядке, в том числе для экономии памяти устройства. Собственно, теперь обфускация больше не будет применяться при сборке Майнкрафта. А значит, разработчики загрузчиков и модов будут видеть весь исходный код игры таким, как его написали авторы. Заметьте, не на GitHub в репозитории Mojang они его увидят, а только при декомпиляции. Так что никакого open source. Но зато названия меняться будут только там, где они действительно были изменены. Фиксируем ответ на первый вопрос. Становится ли Minecraft open source? Нет, не становится, так как open source — это про возможность изменять, распространять и использовать исходный код приложения, а не про возможность просто увидеть его путем декомпиляции. Отсюда же вытекает ответ и на второй вопрос. Можно ли будет теперь поиграть в Minecraft бесплатно? Нет, не будет. Все по тем же причинам, так как текущее лицензионное соглашение не меняется и не позволит вам собрать из исходников собственную версию игры, чтобы использовать ее, как вам вздумается. Если все так плохо при обфускации, то как же раньше работали загрузчики модов и сами моды, которые выходили в первый же день после релиза новой версии игры, и что для них теперь изменится? Тут все даже запутаннее, чем сама обфускация. Еще со времен, когда Forge только зарождался, начала развиваться концепция маппинга. Она позволяет не разбираться каждому отдельному разработчику в обфусцированном коде, а силами сообщества назначать запутанным именам человекосчитаемые и предоставлять их всем желающим. Первым таким проектом, насколько мне известно, был MCP от тех же авторов Forge. Поддерживать такое крайне тяжело, ведь нужно еще и соблюдать консистентность имен при переходе между версиями, чтобы все пользователи маппингов могли легче портировать свои проекты. Но в 2019 году Mojang наконец обратили внимание на эту проблему и представили свои собственные маппинги, так называемые MojMaps. Это такие же карты сопоставления имен, как у сообщества, но в качестве человекочитаемых названий используются те, что были в исходном коде игры. Впоследствии чего Forge перешел на них, отказавшись от MCP. И кажется, победа! Сообществу больше не надо тратить время на собственные маппинги. Можно больше времени уделять созданию модов и готовить их к выпуску для новых версий, не дожидаясь, пока будет готов MCP. Но все не так просто. Дело в том, что Mojang предоставили только имена классов и методов, без имен переменных во внутренней структуре кода. Кроме того, так как имена теперь зависят от команды разработчиков игры, то к ломающим изменениям приводит не только их решение что-то переписать, но даже просто что-то переименовать. И обе эти проблемы сильно вредят перспективе создания модов, глубоко модифицирующих игру, а также простоте переноса любых модов между версиями, то есть тем самым свойствам, ради которых не в последнюю очередь создавался загрузчик Fabric. Но те, кто им пользуется, наверняка в курсе, что все эти проблемы он прекрасно решает. И тут вопрос: как?
Команда Fabric создала дополнительный слой конвертации обфусцированных имен в стабильный слой имен Intermediary, к которому в свою очередь уже крепятся маппинги Yarn, их же разработки. Этот слой старается поддерживать одни и те же имена для всех классов и методов между версиями игры, даже если Mojang решили их переименовать, что позволяет единожды собрать свой Fabric мод и запускать его не только на целевой версии, но и на всех последующих, пока Mojang не затеет глобально переделать те куски кода, от которых зависел мод. Ну а разработчикам, которым переносимость билда их мода была не так важна, как возможность проще разобраться в коде игры, маппинги Yarn давали значительно больше данных, чем официальные, за счет предоставления имен для существенной части внутренних переменных. А так как они дополнялись постепенно после выхода новой версии, то для быстрого обновления был предоставлен инструмент, позволяющий одной командой обновить код самого мода до желаемой версии маппингов Yarn. И учитывая, какое количество сил было потрачено на все эти инструменты, возникает третий вопрос: что будет с Fabric? Ответ дала сама команда загрузчика в своем блоге. Они приняли решение отказаться от Intermediary и Yarn маппингов, а также позднее переименовать все методы в Fabric API для большего соответствия терминам, используемым Mojang, и уже предоставили возможность попробовать часть обновленных инструментов для снапшотов без обфускации. Еще обещают дать возможность создавать и использовать альтернативные маппинги поверх кода Mojang, но это пока только планы. Соответственно, на четвертый вопрос мы теперь тоже можем ответить, что же будет с модами для Fabric. Тут мододелам предстоит немало работы. Во-первых, всем, кто использовал Yarn, потребуется миграция кода для выпуска своих модов на версию 1.21.11 и выше. Для этого у Fabric тоже есть инструмент, заменяющий имена Yarn на ModgeMaps в существующем коде. Однако мод все равно придется как минимум пересобрать, а как максимум могут быть огрехи в работе инструмента и придется править ошибки руками. Все это, кстати, не придется делать тем, кто использовал ModgeMaps при создании Fabric модов, кроме пересборки. Так что если вы только собираетесь создать свой проект под Fabric, то используйте официальные маппинги, даже если целевой версией для вас является одна из старых, типа 1.20.1 или 1.21.1. Это позволит безболезненно преодолеть рубеж версии 1.21.11. Во-вторых, когда команда Fabric закончит с переводом Fabric API на прямое использование оригинальных названий из кода игры, они займутся переименованием уже собственных методов, и тогда все моды, зависимые от Fabric API, тоже придется обновлять. Но я уверен, что и для этого будет предоставлен инструмент автоматического переименования. Но что и все о Fabric. Пятым вопросом разберем, что будет с Forge и NeoForge. А вот для них как раз почти ничего не изменится. Разве что придется немного адаптировать инструменты сборки, так как оба загрузчика уже давно построены на именах ModgeMaps, и большинство модов под них тоже. Но большинство — это не значит все. Ведь если бы моды Forge и Neo строились только на ModgeMaps, разработчики страдали бы от проблем с исследованием внутреннего устройства игры. И они, конечно, страдали, но были решения, позволяющие устранить этот недостаток. Одним из инструментов является Patchment MC. Это открытый и независимый от загрузчиков набор маппингов, который строится поверх ModgeMaps. То есть сообщество не придумывает собственные имена для всего, как это сделано в маппингах Yarn, а дополняет имеющиеся маппинги от Mojang именами переменных внутри кода и документационными комментариями, что помогает мододелам исследовать внутреннее устройство игры. Следовательно, на версиях от 1.21.11 и выше данный проект попросту больше не нужен. Но это не значит, что он исчезнет. На предыдущих версиях есть еще много работы, и на них остаются и продолжают развиваться множество модов. Напомню, что в 2025 году 1.20.1 до сих пор остается самой популярной версией для моддинга. Потенциально команда Patchment за счет своей экспертизы могла бы создать инструмент, помогающий обновлять код модов на новые версии игры, по аналогии с таковыми для маппингов Yarn от команды Fabric, чтобы в случаях, когда Mojang что-то просто переименовывают, можно было одной командой применить это изменение ко всему коду мода, причем независимо от того, для какого загрузчика он был написан. Но на момент создания данного ролика подобных инициатив от команды Patchment не публиковалось. Также стоит обратить внимание на проект Architectory, который уже многие годы позволяет создавать кроссплатформенные моды. Он состоит из нескольких частей, на которые отмена обфускации повлияет по-разному. Начнем с Architectory API, который вы наверняка не раз видели в зависимости от кроссплатформенных модов. Он дает унифицированное сетевое взаимодействие, работу с событиями игры, точки инициализации и подобные возможности, которые позволяют модам абстрагировать существенную часть кода от загрузчиков, чтобы не писать ее под каждый отдельно. Здесь отмена обфускации практически никак не повлияет на мододелов, но вот сам проект придется адаптировать под новый код игры и изменения в API моддинга загрузчиков. Сразу скажу пару слов про Porting Clip и Forgified Fabric API, которые делают похожие вещи, только первая имитирует API Forge поверх Fabric, а вторая API Fabric поверх Forge. Технически они устроены так же, как и Architectory API, так что влияние на них почти идентичное.
А вторая часть архитектуры занимается унификацией инструментов разработки и состояла из Gradle плагина и форка Fabric Loom. Вместе они позволяли разработчикам не тащить инструменты каждого загрузчика для сборки мода под него, а использовать одни и те же, так сказать, для приготовления кода в пригодное к употреблению блюдо. Тут для конечных пользователей тоже почти ничего не поменяется, разве что исчезнет работа с маппингами. Думаю, можно фиксировать ответ на вопрос, что будет со вспомогательными инструментами для мододелов. Те, что занимались исключительно задачами, связанными с маппингами, на новых версиях станут просто не нужны, а остальные, как и всегда, адаптируются, скорее всего, с минимальным влиянием на пользователей этих инструментов. Теперь, уже понимая, как данное событие повлияет на загрузчики и инструменты разработки, мы можем сделать выводы о том, как оно отразится непосредственно на мододелах. И здесь я бы поделил их на две категории. Первая использует исключительно API, которые предоставляют загрузчики модов и сторонние библиотеки. Для таких не изменится практически ничего. Но придется пересобрать свой проект под новую версию игры, а тем, кто не использовал ModgeMaps, еще и запустить миграцию маппингов. Ничего страшного, главное найти на это свободное время. Вторая категория — это те, кто использует миксины, дополняя, изменяя или полностью заменяя части кода оригинальной игры. Обычно это оптимизационные моды, Quality of Life и моды, добавляющие новые механики. Для них, с одной стороны, портирование на версию без обфускации потребует чуть больше усилий, а с другой, они получат полностью читаемый код игры, что значительно упростит их дальнейшее развитие. Совершенно отдельно я бы еще выделил разработчиков, которые пишут кросс-платформенные моды. Для них теперь задача еще больше упрощается, так как на одно различие между платформами становится меньше, ведь теперь все будут получать одни и те же имена в коде игры. А возможно, даже наконец-то получится собирать мод сразу под несколько загрузчиков. Ну и все без исключения получат более информативные крэш-репорты от пользователей, так как стэк-трейсы теперь будут содержать понятные имена не только в разработческом окружении, но и при запуске игроками в лаунчерах. А значит, разбираться с багами станет проще. Переходим к тем, кто наверняка открывал шампанское в момент объявления об отмене обфускации. К коннекторам. Это проекты, старающиеся предоставить возможность игрокам и авторам сборок использовать моды одного загрузчика на другом. Из активных в данный момент многим известен Sinitra Connector, который запускает Fabric моды на Forge и Neo. И достаточно свежий проект Kilt, который запускает Forge моды на фабрике. О нем я, кстати, делал отдельный ролик. Можете посмотреть по подсказке в конце видео или по ссылке в описании. Не буду утомлять вас всеми тонкостями работы этих проектов, ведь уже делал это в ролике про Kilt. Скажу лишь, что исчезновение маппингов как явление снимает огромный головняк и источник нестабильной работы для обоих проектов. А значит, когда они выйдут на версию от 1.21.11 и выше, то проблем с совместимостью модов станет еще меньше, и мы сможем наслаждаться практически любыми комбинациями на любых загрузчиков. В общем, для коннекторов это безоговорочная победа. В комментариях к прошлому ролику кто-то задавал странный вопрос о том, как отмена обфускации повлияет на лаунчеры. И кажется, стоит объяснить, почему вопрос показался мне странным. Лаунчеры никак не взаимодействуют с кодом игры. Они лишь скачивают нужную версию исполняемого файла, ассеты, библиотеки, файлы загрузчика модов, если он требуется, выпускают авторизационный токен для тех, кто использует лицензию, и формируют из всего этого строку запуска. Вся остальная мишура вокруг в виде скачивания модпаков, системы скинов, анализа логов, установки требуемой версии Java и подобное работает полностью независимо от кода Mojang. Так что для лаунчеров не изменилось абсолютно ничего. Но как вы там? Еще остались силы добавить пару звеньев в цепочку рассуждений? Независимо от ответа, я все же добавлю, что изменится для игроков. И тут снова придется разбить ответ на несколько категорий. Для тех, кто играет без модов, не меняется совершенно ничего. Разве что размер исполняемого файла игры увеличится, и новые версии будут скачиваться на пару секунд дольше. Для тех, кто любит играть в готовые модпаки, изменения станут заметны через год-другой, когда за 1.21.10 перешагнет больше модов и коннектора. И, наконец, станет заметно улучшение для кроссплатформенной поддержки. А значит, хорошие моды станут попадать в сборки независимо от используемого загрузчика. Ну и для тех, кто и сам не прочь разнообразить игру охапкой собственноручно выбранных модификаций, помимо потенциального улучшения кроссплатформенности, уже сразу станет доступна волшебная фишка более понятных крэш-репортов. И даже не имея опыта с конкретным модом, можно будет легче разобраться, что именно пошло не так. Что ж, кажется, удалось разобрать влияние на все заинтересованные стороны. Но хочется еще поделиться своим видением и мечтами, которые появились после объявления данной новости. В ролике, где я рассказывал об изменениях в разработке игры, связанных с дропами и внедрением Vibrant Visuals, я рассказывал свои опасения, то теперь мы доделаем совершенно непонятно, какая версия среди новых сможет стать основной для модпаков. Все опасения остаются в силе, и мое предположение, что именно версия с релизом Vibrant Visuals сможет стать таковой, тоже. Но сейчас у меня появилась надежда, что из-за масштабных изменений в инструментарии следующей может стать именно версия 1.21.11. Вероятность, конечно, крайне мала, но уж очень хочется. Также хочется увидеть там Sinitra Connector и Kilt, ведь для них открываются огромные перспективы.
но и желание совершенно из ряда фантастики. Это собственный загрузчик модов от Mojang. Заметьте, не API, а просто загрузчик, по аналогии с таковым у Fabric, который даст всем общие инструменты сетевого взаимодействия, точки инициализации для клиентских и серверных модов, а также миксины, на основе которых можно будет реализовать уже собственные инструменты моддинга силами сообщества. Да, миксины — это сложно устроенная штука, но их реализация от спонжа имеет лицензию MIT, и Mojang могут взять ее без каких-либо юридических рисков, просто указав авторство. Представьте мир, где нам больше не нужно выбирать загрузчик, где моды на основе разных API без коннекторов уживаются в одной сборке, просто используя библиотеки от разных команд. Было бы невероятно здорово. Но это может очень сильно повлиять на позиции Forge и NeoForge, ведь в отличие от Fabric, их API работают не на миксинах, а значит придется переписывать всю реализацию, на что могут уйти месяцы, если не годы. Конечно, они на время могут оставить все как есть, просто сосуществуя с ванильным загрузчиком, но в скорости обновления и доступности такие инструменты постепенно начнут сдавать позиции. Фух. Ну теперь точно все. Если остались какие-то вопросы или заметили неточности, напишите в комментарии. Я всегда их читаю и отвечаю. Не забудьте подписаться и поделиться роликом с друзьями. Заранее благодарю. Если еще не смотрели выпуски про Kilt и изменения на мод-сцене из-за Vibrant Visuals, то добро пожаловать по подсказкам в конце ролика. До встречи в следующем видео. Пока!